Привет, это Юля. Это Альберт, и мы в Порту. Этот ролик мы посвятили топ-местам, которые стоит увидеть в Порту. Да, покажем вам интересные достопримечательности, которые нужно увидеть, пройти мимо, ну или просто около них отметиться, как мы сейчас записываем этот ролик, находясь около кафедрального собора города Порту. Там, кстати, внутри очень много красивой плитки азулежу, ну и кафедральный собор имеет очень большую историю. Мы вам не будем пересказывать все энциклопедические знания. Можете прочитать про Порту и про его достопримечательности на нашем сайте Discover Portugal. Ссылку в описании к ролику. Да, ну а мы просто будем показывать вам атмосферу и показывать эти места, чтобы вы включили их в ваш виш-лист. Помимо самого кафедрального собора, еще одна классная вещь, которая здесь есть, это вид, который от него открывается. И тут еще пониже есть смотровая площадка, мы сейчас с вами на нее спустимся, полюбуемся этим шикарным видом. Одна из достопримечательностей Порту – это ее церкви, фасады которых украшены зачастую панно из плитки. И я думаю, что многие видели эти фотографии девушек, включающих платье на фоне синего азулежа. А за моей спиной находится на самом деле две церкви, хотя на первый взгляд кажется, что это одна. Одна церковь была построена раньше, другую пристроили чуть позже, но чтобы церкви не соприкасались с фасадами, между ними встроили самый узкий дом, который даже долгое время был жилым. Дом сейчас музей, в церкви тоже можете зайти, они прекрасные. Ну и, конечно же, не упустите все фасады из плитки. Это самый старый и красивейший книжный магазин города Порту. Называется Livraria Lelo. Он очень красивый и сделан специально как храм знаний. Там потрясающая лестница. Я думаю, многие видели ее по фоточкам в Инстаграме из Порту. Такая очень красивая лестница. Еще его называют магазином Гарри Поттера. Он неразрывно связан со всеми книгами и историями о Гарри Поттере. В него сейчас стоит большая очередь. Простой книжный магазин. Войти туда просто так нельзя. Билеты надо купить заранее на сайте книжного магазина. Если покупаешь книгу, то стоимость билета вычитается из стоимости покупки. В Порту много мест, которые обычно любят связывать с Джоан Роулинг, потому что она действительно здесь жила некоторое время и даже была замужем за португальцем, но она сама очень любит отрицать всевозможную причастность ко многим местам, в том числе в прошлом году в Твиттере она написала, что типа знать не знала об этом книжном магазине, но кто ее теперь будет слушать, скажите мне, пожалуйста. Более того, в Порту есть даже магазин с метлами, ну, с теми, которыми дома убирают, хотя кто их знает, чем они там на самом деле торгуют. И Порту, кстати говоря, классный тем, что здесь действительно сохранилось, в отличие от Лиссабона, очень много витрин старых магазинов,
видимо, вот эта вот постсалазаровская история не сильно его коснулась, поэтому обязательно будете в Порту, смотрите по сторонам и не упускайте эти классные витрины старых магазинов. Я держу на ручке одну из самых главных достопримечательностей города Порту – башню Клеригуш, построенную еще в 18 веке. Там была и церковь, и госпиталь, и, собственно говоря, все это сейчас функционирует как музей, а самое главное – то, что на башне есть смотровая площадка, и можно увидеть город так, как смотрят на него чайки. Правда, чтобы туда подняться, вам придется преодолеть 225 ступенек. Но после всего съеденного, какой-нибудь французинь, я думаю, это будет очень классная физическая нагрузка. Так что обязательно поднимитесь и посмотрите на город с высоты. Одной из несомненных достопримечательностей города Порту является район Ривейра с его ресторанчиками прямо на берегу реки и мост Луиша I. Некоторые путают и думают, что этот мост, который построил Эйфель. Но Эйфель построил совершенно другой мост, железнодорожный, он находится там дальше и сейчас не работает. С района Ривейра можно взять вот такие лодочки и покататься по реке Доуру. Можно взять небольшие маршруты на 1-2 часа, а можно взять на целый день лодки и проехаться очень далеко по реке. Обязательно прогуляйтесь по мосту Луиша I, либо снизу, правда сейчас внизу ремонт, либо наверху. Сверху открывается потрясающий красивый вид, и, в общем, не упустите эту возможность полюбоваться тоже сверху на город, на Порту и на Вила-Нова-де-Гая. Это местечко называется Пассею деш Виртудеш. Сюда приходят ближе к закату, да и не только, ребята покурить, попить, пообщаться, пообниматься, поцеловаться и так далее. Ну, в общем, все, что любит делать молодежь. Еще одна из оживленных улочек Порто называется Санта-Катарина. Здесь огромное количество коммерции исторической и куча современных магазинов. И еще на одном из перекрестков находится, пожалуй, одна из любимейших точек многих путешественников, которые приезжают в Порту. Это Капелла Душ, которая тоже полностью была облицована в начале 20 века плиткой.
И, конечно же, невозможно говорить о Порту и не показать историческое кафе Majestic. Там очень красиво внутри. Одна из несомненных достопримечательностей Порту, которую обязательно надо посетить, это железнодорожный вокзал. На него вы, кстати, прибудете, если поедете из Лиссабона. Правда, из Лиссабона поезда приезжают на вокзал компания, и там надо будет пересесть на электричке до Сан-Бенто. И идет она буквально 5 минут максимум. И вы выходите вот в это царство плитки. Вокзал плиткой был облицован тоже в начале 20 века, и сценки здесь в основном на какую-то бытовую жизнь, какие-то исторические моменты. Но на самом деле зависать здесь можно довольно долго, потому что картины очень детально прорисованы. Мы перешли на другую сторону реки Доуру, в Вилла Нова де Гая. И, как говорят жители Порту, помимо портвейна в Вилла Нова де Гая, самое лучшее, что есть, это вид на город Порту. Все эти черепичные крыши – это крыши погребов с портвейном. Ну, еще одно из того, что вам по-любому придется сделать в Порту, это ходить... Ой, кошечка, кошечка, смотри, кошечка. Такая жирненькая. Упс. В общем, одно из того, что вам по-любому придется сделать в Порту, это блудить по его узким улицам. Либо, когда вы будете спускаться от кафедрального собора, вы будете спускаться по средневековым улицам, либо, если вы решите не кататься на фуникулере, а как мы, ножками спуститься дойти до погреба с портвейном, то вам тоже придется ходить то вверх, то вниз. Ну что, ребята, вот мы и добрались до святая святых, до этого места, где созревает портвейн. А сейчас мы с вами пройдемся по кавыш, это места, где хранятся бочки, где вино вызревает, и потом обязательно с вами подегустируем портвейн. Погнали! Это склады, какой здесь запах, я просто сейчас опьянею. Это специальные склады для того, чтобы сохранять температуру. То есть здесь толстые гранитные стены, высокие потолки. И так как склады находятся ближе к реке, здесь сохраняется определенные микроклимат и влажность для того, чтобы вино меньше и испарялось во время вызревания из бочек. Пахнет обалденно. Пахнет вообще круто. Здесь просто можно приходить, нюхать и пьяным уходить. Здесь даже, в принципе, дегустации не нужно. Нам, кстати, дали такие штуки. Вот, здесь на русском. Называется аудиогиды. Аудиогиды. Юля сказала, эти штуки называются. Они есть на русском языке, гиды здесь. 15 евро стоит вход, визит в эту штуку и дегустация. Маленький, видно. В этой бочке более 1000 бутылок портвейна. Она, кстати говоря, полное вино. Оно сейчас там зреет. И диаметр ее в основании 7 метров. Такая огромная штукенция.
Ребята, как думаете, сколько литров вмещает в себя вот такая бочка? Тому, кто напишет самый правильный ответ, мы вышлем открыточку. Пишите в комментариях. Боже, это очень вкусно пахнет. Это черная смородина. Здесь представлены ароматы, которые могут присутствовать, нотки которых встречаются в портвейне. Одна из знаменитых инсталляций в Порту – Бардало II, португальского стрит-арт-художника «Заяц». Ее найти очень просто. Находите в Вила Нова де Гаия место, куда приходят фуникулеры, заворачиваете в переулок, и заяц ждет вас. Yeah, me like it. Every time you wake up, stunning with no makeup. Me like it. How you call my name up? Got me feeling way up. Me like it. Haters tryna break us. Them know they can shake us. Me like it. Мы с вами на улице, которая называется Rua das Flores, улица цветов. Очень милая улочка, на которой сейчас очень много отреставрированных домов и много сувенирных магазинчиков, много кафешек, ресторанчиков. Будете идти от вокзала Сауденко к набережной, не пропустите. Одно из классных мест, куда стоит приехать, если вы посещаете Порту, это Foz do Douro. Это самое устье реки Доуру, где она впадает в океан. Здесь очень красиво, здесь маяк, форт и пляж. Очень красиво. Спасибо, что смотрели наш ролик про топ мест, которые стоит посетить в Порту. Если мы что-то не показали, но это место оказалось в вашем топе и очень сильно вас впечатлило, пишите обязательно в комментариях, ведь в Порту можно бесконечное количество раз возвращаться, и мы обязательно тоже это сделаем и снимем еще один ролик. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, рассказывать друзьям и писать в комментариях обязательно, колокольчики, как это все положено. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. А мы пошли пить портвейн. Классно. Я понимаю, почему людям тут нравится. Музыка, река, мост. Это не может не нравиться.